Всем привет! С вами Аристократ и Ларри. А это наша рубрика о фигурках, если вдруг вы здесь впервые, в которой мы рассказываем вам про классные фигурки от разных производителей. Скажи мне, пожалуйста, что это у нас тут за девочка такая стоит? На самом деле, это персонаж, про которого давно следовало рассказать, потому что мы уже кучу роликов. У нас куча роликов была про компанию TI, Эшли Вуд и вообще про все это. Вот непосредственно это его любимый персонаж, который является, ну, то есть данная фигурка являлась и вкладывалась в membership pack, то есть типа в членский пак, который выходил в 2014 году, на 2014 год, соответственно. То есть это какой-то эксклюзив? Это некий эксклюзив, да, который клался, соответственно, в большую коробку. Там была футболка с этим персонажем, соответственно, фигурка. Были импровизированные трусы в духе компании TI и Эшли Вуда. И альбом небольшой. Вот. Альбом посвященный этому персонажу. Вот. Трусы непосредственно ее. Вот она представлена без них. Она летает в космосе. Без трусов. В стрипушных туфлях, без трусов. Вот это поворот! И настолько этот персонаж всем полюбился, что у Эшли Вуда была куча всякого презентационного материала. Были футболки, кружки с ней выходили на разных выставках, все раздавалось, продавалось и так далее. Да, вот эту футболочку на мне, это тоже футболка с этим персонажем. Вот. И далее, соответственно, в 2015 году был специальный выпуск Изабель Паша косплей фигурок серии, где был... я думаю, что у меня такое на коленях лежит? Подскажи нормальным людям. Вот, где была вот эта версия фигурки, соответственно, это называлось косплей, Изабель Паша косплей Star Rider. Прикинь, она якобы... это косплей вот этой девки. Косплей вот этого персонажа, да. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. У этого персонажа была вот звездочка на проволочке, такая маленькая звездочка с счастливым выражением лица, именно вот с таким. Слушай, ну это хотя бы в трусах, ну, в смысле, да, вот купальники, да. Все прилично. Просто... Слушай, а здесь ничего не видно, у нее лямки от непосредственно скафандра закрывают все самое или не самое интересное. Прикольно, да, но собрались-то мы здесь сегодня не ради этих двух фигурок, да. То есть это была подводка такая на минутку в продолжение наших выпусков, посвященных космосу. Вот, да, непосредственно мы вам будем сегодня рассказывать про персонажа, который, ну, непосредственно относится к этим фигуркам и продолжает серию. Да. Вот да. Так. Поэтому, итак. Вот это ладошка. Я бы не хотела такой ладошкой получить по лицу. Это просто тяжелая рука. Это убирай. Этих персонажей мы убираем. Она полежит пока. А это постоит пока. Ну, может, она постоит где-нибудь здесь, нет? Ну, главное, чтобы она у тебя не упала. А тогда нет. Вот. И достаем персонажа, которым... Я продолжаю рубрику «Ломаем фигурки с аристократом». Ой. У него много. Новая пришла, нормально, старую. Да, фигурка, про которую мы будем сегодня непосредственно рассказывать вам, это у нас Кто? Dark Universe Spotbot. А ты умеешь читать, ты молодец. А дальше я не прочитаю. Бафханаут. Да, он какой-то бафронат. Ну, в смысле, как астронавт, только бафронат. Астронавт, только бафронавт. Короче, это некая темная версия этого персонажа, как заявлено. То есть черный костюм будет. Да. Я еще не видел, видишь, она закрыта вот тут набье вообще. Вот. А ты когда заказывал? Ты заказывал с закрытыми глазами? Я заказывал, на самом деле, ее на eBay. И там не было фоток? Были. Но они все были маленькие, такой размер. Все было очень плохо видно. И плохая цветокоррекция, и все такое. Да. Такой черный, серый. Вот. Купил я ее на eBay, потому что, к сожалению, я не зарегистрирован на сайте BBICN, да. Для которого это был эксклюзив специально для этого сайта. И, к сожалению, очень быстро там раскупили, потому что сайт азиатский, и, соответственно, азиаты набрали и дальше продавали на eBay всем. Хитрожопые азиаты. Но на самом деле взял ее не намного дороже, но немножко дороже. Вот, ну что, открываем? Да. А что, есть чем? А мы будем рвать. Вот здесь вот, видишь? Да? Тихо. Да? Давай, снизу. Вытаскиваем мягкий блистер, как всегда. Да, открывается она, как обычная коробка. А коробку мы не расскажем. Коробка плотная. Мы должны же сказать про коробку. Мы ее уже покрутили со всех сторон. Коробка плотная. На переднем плане коробки изображен сам персонаж.
Даже Она какая-то причем фраза, стоит, фраза на по-моему, английском языке, кто знает английский язык? Спиной она стоит. Может, Ларри знает английский язык? Нет, не знаю. Мы вам сейчас покажем, а внизу будут субтитры сейчас на русском. Ну, мы переведем, да, просто Вот так. видите, вот здесь вы видите перевод, сейчас видите перевод, видите. Вот. Собственно, 3А Factory и вот такая вот звезда непонятная. И вот тут вот Warning наш любимый. И Warning, Ну, да. Warning он, конечно, Что это не игрушка. вообще ни разу. За такие деньги мне вроде бы еще раз повторюсь. Просто покажите мне человека, который будет покупать это как игрушку. Открываем. Собственно, видим нашего непосредственного персонажика. А это двойной блистер, да? Да, двойной Да. Один блистер. с фигуркой, второй с руки, ноги, голова. Сменные пеги к рукам и ногам. Персонаж. Бежевого цвета. А почему? О, у нее 2 головы, кстати. Это тоже особенность данной фигурки. У нее есть голова вот такая вот. Что? Где я? Кто я? Она, кстати, похожа на жену Эшли. Нет, она не похожа на жену Эшли-Вуда. Да не, ну та с рожками у нас, помнишь, было? Вот, Она видео мы похожа снимали, просто там на такая же. обалдевшую Пашу, а вот это Значит, я Паша их блаженная, видишь? различаю. Вот как у того астронавта, у нее тоже закрытые глазки, соответственно, какая-то темная кожа. У нее, ты знаешь, у нее какая-то кожа зеленовато-сероватая. Вот она, поэтому я на пегах удивилась, что у нее цвет просто. Я почему полезла смотреть, потому что я подумала, что Вот. кожа должна У быть данной черной. фигурки нет, соответственно, литых ног. У нее обычные стандартные тряшные ноги. Вот, у нее стоила удлиненная эта юбка. Сколько стоила эта красота? Давай так, сколько она стоила на eBay? Потому что Но за цену в момент нет, в релиза... районе её $200 на самом В деле. районе $200, хорошо. Да. Что за цену, которую она, за которую она продавалась в момент релиза, вы ее все равно да, уже не купите. она стоила где-то 180, соответственно. Ну, я его взял где-то в районе 200. А 180 это не в районе 200? Да, 180 тоже в районе 200. А я взяла ее за 181. Но это не точно. Или точно. Это что такое? Это для нее подставка. О! Там вам показывается, кстати, была прозрачная подставка. Здесь мы имеем чёрненькая. черненькую подставочку. А вот что эта штука? Вот на той подставке тоже такие штучки были. Вот это глаза. Это глаза Это звезды. глаза. Да. Мрак Это вообще. такая звездочка азиатская, знаешь, она такая. О, А вот. А у этого астронавта, видите, злая звезда. Звездуня. Но у нее злая рожица, видишь, у нее такая. Да, Ой, ради довольно. бога. Класс. Вот. И она почему-то вся закована в проволочку. Она злится из-за того, что, наверное, ей наружу налепили проволоку. А если тебе наружу налепить Да. проволоку, я тоже посмотрю буду на твое лицо. Да. Зус, собирай, да. И, соответственно, шлем тоже со стеклом. Кстати, тут иллюминатор прозрачный. 2 прозрачных иллюминатора. Да. Вот. Ну он такой, он непрозрачный, немножко затемненный. То есть это стекло, оно такое с оттенком. Ну, кстати, тут нет шланга, да? К ней нет шланга. Да, кстати, сломать нечего. Вот. Шланга нет. У нее, помимо того, различие с У тем неё костюмом, у очень нее много не голые ноги, у нее... Да нет, там все тоже ничего нет, трусов нет. Но тоже лямки закрывают все самое интересное. Да. Вот. И она вся обвешана какими-то подсумками. Ну, есть По юбка, кругу, в отличие по от той, у кругу. нее есть юбка. Подсумки. Подсумки. На крупных планах У сейчас... нее ракетный ранец. И вот это жакетный Да? ранец. Да. На самом деле, я думаю, что мы их вместе еще покрутим, да? Да, точняк. Ну, то есть, на самом деле, идентичная подставка, вот Только она, у этой черная. юбка и подсумки, а у этой, видите, ничего нет. Вот, а такого. у этой, соответственно... Жопа мягкая. Да, а у этой... И туфли у них отличаются, это какие сапожища. Ну, кстати, здесь, знаешь, здесь предусмотрели винтик, который вкручивается в подставку. Здесь винта не было. То есть ее можно намертво пересобачить. Или был винт? Ты знаешь, Был, наверное, винт, я его просто был, вкрутил. наверное. Вот. Ну что, все остальное расскажем на крупных планах? Да, и потом переходим к нашей оценке. Оценки. Да. Перед нами темная версия астронавта, Бафанавт, которая отличается не только цветом кожи и одежды, но и комплектом этой самой одежды. Теперь у скафандра есть продолжение в виде юбки с 2 длинными разрезами по бокам. Сама юбка сделана из приятного на ощупь материала.
Стрипушные, как ранее выразился аристократ, туфли заменили лакированные ботфорты. Но, видимо, у Вуда какая-то особенная любовь к высоким каблукам, от которых он отказывается крайне редко. Поэтому сапоги все так же на платформе и с каблуками. Также на поясе под скафандром в этой версии появилась батарея из подсумков. Все они открываются. Отличительной особенностью стал и телоид в районе ног. Если у Ластронавта они были бесшовные, то Бафанавт получил стандартные пластиковые ноги с суставами. Все они прекрасно подвижны у обеих версий. Бафанавт получила запасную голову в стиле по шее с закрытыми глазами и черную звезду со злобной рожицей. Подставка из прозрачной белой превратилась в непрозрачную черную, а шлему сделали затемненное стекло вместо полностью матового. В остальном костюм отличается лишь цветом. У ранца есть подвижные элементы, а у скафандра интерактивные наплечники, как и в случае с фигуркой в белом. Все элементы костюма и фигурки выполнены на высоком уровне, соответствующему компании 3А. Ну что, давай еще раз повторим основные данные. Это вес, рост, дата релиза. Дата релиза данной фигурки была в сентябре 2017 года. Ага. Размер. Собственно, эксклюзив для сайта BBICN. Размер фигурки 1,6. Это привидение шторку шатает. Дизайнером фигурки является Эшли Вуд. Уже всем известный Эшли Вуд. Размер 1,6, я сказал, да. Это масштаб, соответственно, 30 сантиметров где-то, да, со шлемом. И стоимость где-то примерно около $200 на eBay. Да, но сейчас уже, наверное, дороже. Дороже, да. Вот. Сейчас уже подороже. Окей, ну что, давай оценим. Давай. Итак, цена. Ну, наверное, да, за такие деньги, в принципе, это неплохой бартер, учитывая... Нет, на самом деле, учитывая ее эксклюзивность и то, что она продавалась только на одном сайте, цена не слишком высокая. Ну вот. Да, значит, плюсик. Да. Пункт, балл. Качество. Качество хорошее, потому что и все кожаное, и сапожки мягкие. Ну, об этом уже Ларри вам рассказывала на крупных планах. Да, все тканечка, поэтому все сделано очень прикольно. Хорошо, значит, еще 1 балл. Да. Так, кто у нас там дальше? Раритетность. Точно балл. Ну, как бы да, если это эксклюзив, то значит это все-таки балл, потому что, ну, как я уже говорила, что раритетность, она очень смутный раздел, потому что eBay, он убивает в принципе всю раритетность. Нет, на самом деле раритетность есть раритетность, то, что у Эшли Вуда выходили какие-то эксклюзивы, там, которые дальше продавались на том же eBay за 9, за 7 тысяч, да, они до сих пор там валяются, и никто их не берет. Если брать eBay, то он убивает, конечно, всю раритетность, а для нас это что? Пункт, означающий, что если фигурку можно где-то купить помимо eBay, то есть eBay мы не берем, на eBay можно и черта лысого фигурку купить. Нельзя купить. Да, сейчас нигде, кроме всяких онлайн-аукционов. Вот, поэтому, да, балл. Габариты, мне кажется, это вот можно даже не обсуждать. Это вот все туда, на полку к остальным триашкам, да, ко всему формату 1.6, который поместится на полку, на более-менее стандартную. Да. Так что тоже балл. И ожидание реальность. Вот ты сказал, что ты ее заказывал на eBay, там были маленькие фоточки. Слушай, нет, на самом деле мне она очень понравилась. На самом деле в ней есть нечто от и персонажа Ластронавт, и какая-то такая некая... То, что ожидал, то и получил. Да, потому что есть какие-то отголосы от Изабель Паши, потому что 2 головы, на самом деле, тоже достаточно прикольно. Вот. А расскажи, чем вдохновлялся, ты мне просто за кадром мне тут рассказывал. Интересная на самом деле, не знаю, точно это или нет, но как, опять же, обсуждалось на форуме с фигурками 1.6, первые задумки данного персонажа Эшли Вуд был вдохновлен, посмотрев фильм «Чужие», там был персонаж Рипли, да, она вот когда выходила, там был момент, когда она выходит в космос.
Возможно, это как бы отголоски оттуда. То есть, да. А вот это, кстати, у нее, мне кажется, это кусок шлема ном-командера. Похоже очень. Нет, на самом деле эти детали были в персонаже 3, но это явно... Да нет, это кусок шлема от ном-командера. Нет, она это наплечники. Башку раскроила и надела их на себя. Они двигаются, кстати. И вот надо... Правильно, конечно, они двигаются. Это же кусок каски, ты что? Об этом обо всем Ларри уже вам рассказывала. И показывала. И показывала. Секретный шлем человека. Нет. Какой она человек? Она вон в юбке в космос Но вот выходит. почему у нее серо-черная кожа? Ну, кстати, да. И почему она злодей, этого, к сожалению... На самом деле, очень жаль, что Эшли Вуд не прописывает подробно историю бэка данных персонажей. То есть, практически кроме артов, по этому персонажу ничего не известно. Возможно, мы когда-нибудь увидим какой-нибудь комикс, где будет рассказано подробно, что это за персонаж. Но пока этого нет. Если вы что-то знаете, пишите в комментариях. Возможно, вы где-то что-то читали. И почему у нее кожа серая тоже? Но я предполагаю, что это просто космос. Это влияние космоса. Ты думаешь, Там она уже же излучено, мертвая? знаешь, как... Да, Поэтому у конечно. нее глаз такой. Конечно. Ты просто знаешь, какой же... И звезда у нее злая какая-то, видите? у нее? Да. И все серое, серо-черное. И все Просто серо-черное. уже сгнила. Все нормально. Ладно, я шучу. Возможно, Итак, Ластронавт долго-долго летал и превратился в нее. у нас 5 Но нет. из 5, но это наше мнение, у вас может быть какое-нибудь другое мнение, может быть вы скажете, что нет, качество фигня, или там нифига, это не раритет, я там типа на Бомбаленде видел, хотя вы не можете видеть это на Бомбаленде, ну мало ли что, какие вы там волшебники. Поэтому это было наше мнение, у нас мнение фигурки хорошее, всем фанатам 3А, которые в том Рекомендуем числе, ее заиметь себе в коллекцию. любят, да, космос, заиметь ее в коллекцию будет, мне кажется, неплохим пополнением. А у нас на этом все. Ставьте... На сегодня. Да, ну, на сегодня. Ставьте лайк видео, подписывайтесь на наш канал, рассказывайте о нас своим друзьям и знакомым. А мы дальше будем радовать вас классными Космическими фигурками. Пока!